Всеми уже известные разработчики MiHoYo, а точнее уже Hoyoverse, не сидят на месте. Не так давно был анонс новой игры под названием Zenless Zone Zero, и помимо нее, разрабы делают новый проект с названием Honkai Star Rail. Данную игру анонсировали уже больше 7 месяцев назад, и некоторым счастливчикам выпала возможность поучаствовать в закрытом бета-тесте. С того времени игра перенесла кучу доработок и фиксов. Если посмотреть на первые видосики по данной игре, выглядела она, конечно, не очень. Но сейчас это выглядит почти как полноценно готовый проект. Почему почти? Вернемся к этому вопросу чуть позже. Начнем, пожалуй, с того, что в первую очередь это игра от Hoyoverse. Это говорит нам о том, что мы увидим кучу классных анимаций, красивый визуал и характер персонажей. Конечно, данный проект, как по мне, не сравнится со всеми уже полюбившимся Genshin Impact, но и эта игра сможет найти своих игроков. Все, что ты увидишь на заднем фоне, это кадры закрытого бета-теста, и по факту все может измениться при выходе игры на открытую ветку. К сожалению, точной даты этого события еще нет, и возможно будет еще один закрытый бета-тест. Как и все игры от Hoyoverse, Star Rail будет иметь собственный сюжет. Мы будем общаться с множеством разных персонажей, раскрывая все больше и больше деталей о данном мире. Все-таки сюжет — это отчасти главное, что цепляет игрока, помимо маленьких и миленьких лолик, но и они тут также будут. Ты, наверное, спросишь, а как мне сюжет-то понимать? Русского языка, наверное, и не будет, ведь на закрытом бета-тесте игры было не так много языков. Как мы поняли по примеру Genshin Impact, разработчики видят, что их игры в русскоговорящих странах довольно-таки популярны. У разработчиков уже появились свои соцсети с данной игрой, и в них входит русская площадка ВКонтакте. И это небольшой намек на то, что мы увидим наш родной язык, поэтому ты сможешь полноценно погрузиться в сюжет игры. Тем более на закрытом бета-тесте Геншина русского тоже не было, а тут вон как все обернулось. Самое, как по мне, главное, чтобы разговоры в игре не были такие душные, как в Геншине. Вроде и хочешь не скипать полноценную сюжетную ветку, но эта болтовня не по делу постоянно бесит. Я думаю, с этим все сталкивались. То, что в названии проекта есть слово Honkai, как уже вышедшая игра от Hoyoverse, это не говорит нам о том, что это продолжение линейки. Honkai Star Rail будет брать от каждого проекта понемногу. Как говорится, там украл, там повзаимствовал, и получилась новая игра. В Star Rail интерфейс почти полностью слизан с Геншина, но в нем нет открытого мира. Сами данжи закрыты и ограничены, как уже в старой игре от Hoyoverse Honkai Impact. Но самое главное, что Star Rail будет поддерживать кросс-платформу. Ты сможешь играть как на ПК, так и на мобильном устройстве. В будущем, думаю, будут и Sony PlayStation, и наконец-то Switch. Так как игра не такая уж и требовательная, сравниваю ее с Геншином и ее открытым миром. В Star Rail, как я говорил, открытого мира отчасти не будет, но он заменен простенькими локациями. В них мы выполняем квестики, общаемся с NPC и проходим данжики. Отчасти данные локации довольно-таки большие, так как в них присутствуют телепорты для быстрого перемещения. На таких локациях ты сможешь найти красные кристаллы. С помощью них ты сможешь попасть в простые данжи. Также есть и специальные данжи. Они уже выглядят как какой-то красный цветок. В них вход уже требует специальную, так сказать, смолу. Так же, как и в Геншине, данной смолы у нас будет ограничение в виде 160 единиц. Поэтому гриндить нужные ресы для прокачки книжек, перса и скиллов мы будем опять неделями в лучшем случае. Перед заходом в данж у тебя запускается Genshin 2. Там ты выбираешь 4 персонажа и уже переходишь к зачистке. Сами данжи довольно-таки пустые. Никого нет, бегаешь по мини-лабиринтам, и это, как по мне, первый минус игры. Конечно, как я сказал ранее, это всего лишь закрытый бета-тест. Но если так и останется на основной ветке, я думаю, это немного попортит впечатление и будет скучновато. Иногда ты можешь встретить головоломки, за решение которых у тебя открывается сундук с ресурсами для прокачки скиллов и левела персонажей. Завернул такой за угол, а тут мобы стоят. И ты уже представляешь себе, что сейчас они на тебя загрятся, как в Геншине, и будет лютая месилово с кучей стихий и резонансов. Но тут у тебя появляется загрузка, и ты такой: не понял. А перед тобой уже Raid Shadow Legends. И тут всплывает еще один минусик. Загрел, как видно, ты монстра в небольшом коридоре с забором. А тут оп, и мы стоим на площади в Манштате. Не хватает еще статую Венти поставить. Это что получается? Мы такие быканули на моба, а потом за ручки с ним пошли на красивое место для драчки. Ну, конечно, это понятно, что сделано это для более красивых видов.
но это, как по мне, все-таки странновато. Хотя я много и не играл в такие игры, судить строго не могу. Боевка пошаговая. Я думаю, все уже с ней знакомы. Слева сверху мы видим очередь наших атак и атак противника. Тут, я думаю, все понятно. Сверху справа мы уже видим кнопки для автоматической боевки и нажатия паузы. Разработчики учли мнение игроков. И теперь, если вдруг тебя вызвали к доске во время очередного гринда, ты смело можешь поставить на автобой, и тут ты уже получаешь не только карманы шмоток для прокачки скиллов и апа персонажей, но и 5 в дневнике. За это я однозначно ставлю плюсик. А по факту, так как боевка действительно похожа на Raid Shadow Legends, то если ты будешь постоянно бегать по таким данжам, то рано или поздно тебе это надоест. И как раз таки для этого кнопка автобоя существует. Внизу справа мы уже видим выбор стиля атаки. У каждого персонажа она уникальна. Если ты будешь клацать туда-сюда, то ты сможешь заметить, как твой персонаж меняет стойки, крутит оружие, ну и так далее. Смотря от твоего персонажа, ты можешь выбрать нанести атаку врагу или же бафнуть команду, отхилить ее, повесить дебаф на врага. Как раз таки насчет врагов. Над их полосками жизни ты уже смог увидеть их стихии. Твои персонажи их также имеют. И логично, чтобы нанести максимум урона из своей атаки, то тебе нужно бить противоположной реакцией. К примеру, если враг имеет стихию огня, то тебе нужно бить его стихией воды, ну и так далее. Всего стихий в игре будет около 6. По крайней мере, так видно по тем персонажам, которые были на закрытом бета-тесте. Зелененький это скорее всего будет Анема, как в Геншине. Красная пометочка это стихия огня. Желтая вроде хочется сказать Гео, но если посмотреть на значок, то похоже это стихии духа или света. Синяя воды или льда. Фиолетовая может быть молнии или тьма, а вот серая это будет 100% чисто физические атаки. К сожалению, точной информации по стихиям пока нет. Ну и внизу слева самое красивое это ультимейты. В этой игре они просто прекрасны. Тут не так, как в Геншине. Если у тебя персонаж 4 звезд, то ультимейт у тебя будет не такой же фиговый. Просто каждый персонаж имеет свою уникальную ульту. Ты только посмотри на их анимации и эффекты. Начиная с пафоса и заканчивая мощнейшим взрывом со спутника. Только ради них я бы начал играть в эту игру. Давай перейдем уже к персонажам. В закрытом бета-тесте игры их было около 14. Джин на максималках, Делюк из фанфика, Кли как Кли, Рыцарь Power Ranger, просто броня, Март 7 или же просто Солероза, Джун Ли, Алхимик, Астра, Кицин, Хук из Доты что ли, Сэмпа, Пелла и Велт. Каждый из них имеет свою уникальную способность и полезность в игре. Кто-то является хилером, кто-то усиляет команду, а кто-то ослабляет врага. На закрытом бета-тесте игры персонажей можно было просто купить в магазине за внутриигровую валюту. Но тут понятно, почему так сделано. Чтобы все бета-тестеры смогли опробовать всех персов. А вот уже с большой вероятностью на релизной версии игры данных персонажей мы будем выбивать из гачи. Это логично и даже не обсуждается. Интересно услышать, кто из персонажей тебе больше всего понравился. Про менюшку прокачки персов тут даже говорить ничего не надо. Мама, Геншин 2 вышел. Тут и персонажей прокачать, и левел скиллов апнуть, ну и все, что нам уже знакомо. Левел персонажей прокачивается за одни плюшечки, их скиллы уже за другие. Все это спокойно фармится в данжах. Даже специальная валюта для выбивания этих же персов. В Star Rail, скорее всего, нельзя будет ставить оружие на персонажей, но разработчики заменили их, так сказать, специальными книгами. Они бывают разных уровней, и они также прокачиваются. Каждая из таких книг имеет свои уникальные бафы для персов, поэтому гриндить ты точно найдешь что. Как по мне, Honkai Star Rail выглядит достаточно привлекательно в сегменте игр с пошаговой боевкой. Тут есть и сасные мальчики, лоли, милфы, милашечки. Вообще каждый найдет тут своего перса. Все это закреплено прекрасными анимациями, красивой боевкой, сюжетом, гачи-сегментом, с помощью которого ты всегда сможешь похвастаться в комментариях ВК, как ты выбил легу с 5 круток без доната. Ну и конечно, как по мне, самое годное, это зрелищные ультимейты. Тут я опять повторюсь, они просто прекрасны. Надеюсь, каждый сможет найти в этой игре свое, что его привлекает больше всего. Как я уже сказал, точной даты выхода игры еще нет. Но ты можешь обязательно подписаться на официальные соцсети Honkai Star Rail по ссылочкам в описании, чтобы не пропустить вторую запись на закрытый, а может быть уже и открытый бета-тест. Я обязательно буду играть в данную игрулю, поэтому на данном канале по ней также будут выходить видосы, ну и само собой стримы. Если ты досмотрел до этого момента,
то скорее всего данный видосик тебя зацепил. Не будь злыднем и поставь лайк. Ну и по желанию можешь подписаться на канал. Не забывай вступать в дискордик, если у тебя есть вопросы по Геншину или же по Honkai Star Rail. Ну и если ты хочешь посмотреть аниме в ламповой атмосфере, то ты можешь подписаться на Twitch. Ну и как говорится, увидимся в следующем видосе. В каждой катке, в каждой теме есть один такой. Некто еще минус.